Я наблюдаю за новостями в Российской Федерации, и меня привлекла новость о том, что в последнее время участились случаи задержки зарплаты в разных отраслях. Это и угольная промышленность, и сельское хозяйство, и бюджетники, в частности, научно-технический персонал. Первое, что бы я вам порекомендовал. Первое. Как только вы куда-то начинаете устраиваться на работу, допустим, в бюджетное учреждение, ну какой-то вуз, например, собирайте все бумажки, которые можно. То есть, ладно, пускай не вуз, пускай строительная организация, какая-то фирма. Значит, настаивайте на том, что вас должны оформить по трудовому договору. Потому что если вас оформляют как ИПшника или вас оформляют по гражданскому договору как физлицо или самозанятого, у вас совершенно другие права. То есть у работника права вплоть до того, что замучить своего работодателя уголовным преследованием. У какого-то ИПшника ИПшник с фирмой взаимодействует в соответствии с гражданским кодексом. Соответственно, это работа подрядчика с субподрядчиком. И там вы должны будете идти уже в арбитраж, как индивидуальный предприниматель. Поэтому добивайтесь того, чтобы вас оформили именно в штат. Вот. Или хотя бы по срочному трудовому договору. Но чтобы это был трудовой договор, это очень важно. Чтобы это не было самозанятости, это не было взаимодействия между ИП и фирмой. Понятно, да? Трудовой договор. Второе. С первого же дня все собирайте. Должностную инструкцию, попросите копию должностной инструкции. Берите копии всех ваших документов, копию заявления о приеме на работу с визой начальства, что вас принять. Берите копию приказа о том, что вы зачислены в штат. Должен быть такой документ, что приказом руководителя вас зачислили в штат. Если у вас есть коллективный трудовой договор, берите копию этого трудового договора. Если вам работодатель, может быть без особой радости, но выдает эти документы, это, во-первых, говорит о том, насколько этот работодатель адекватен. И если он начинает вам не выдавать или начинает вам представить, ты чё, мне не веришь, вот в таком по-пацанском разговоре, это говорит только об одном, о том, что вас собираются обмануть. Поэтому собирайте все копии документов, которые имеют к вам отношение. Заявление о приеме на работу, копию приказа, штатное расписание, копию трудового договора, должностную инструкцию, технику безопасности. Чем больше вы наберете бумажек, тем лучше. Второе, что вам важно понять. Даже если у вас работа, допустим, не оформлена, ну, допустим, в темную, в серую работаете, но вы, по сути, выполняете функции работника, то можно будет потом доказать через прокуратуру и суд, что вы, по сути, состояли в трудовых отношениях. Поэтому собирайте всю переписку с начальством, где вам дают приказы. Сделать то, сделать все, пойти туда, сделать то. Любые бумажки с места жительства, да, места жительства, с места работы. Собирайте. Можете включить дурака, прийти и сказать, мне нужно для военкомата характеристику. То есть, чем больше вы соберете бумажек из из бухгалтерии, из кадрового отдела, о том, что вы там выполняете какие-то функции, тем лучше. Работать вообще без оформления, когда нету трудового договора, очень высокий риск. То есть, это, знаете, вот как с этими мошенниками из, в кавычках, службы безопасности Сбербанка. Они звонят и начинают свой разговор с откровенно глупости, откровенно идиотского какого-то там посыла. Если с той стороны человек, которому они звонят, купится на этот идиотизм, это для мошенников говорит о чем? О том, что человек глуп, о том, что человек беспечен. И значит, с ним имеет смысл
продолжать дальнейшее общение, значит, его можно физически развести на какое-то перечисление денег на безопасный счет. Если человек с той стороны не ведется на откровенную глупость, то есть, просто начинает проявлять безопасность, это означает что? Что человек достаточно сведущий, что человек достаточно осторожен, и на него мошенникам тратить время не стоит, потому что он рано или поздно просто бросит трубку, и они ничего не достигнут. То же самое с работодателем. Работодатель такой же мошенник. Он будет вас каждый день пробовать обмануть по мелочам. Допустим, сверхурочный не будет оформлять. Вася, что ты там? Давай на часик задержись, там бетон привезли. Вот. То есть он будет по мелочи на сверхурочных вас обманывать, на спецодежде, если мы про стройку говорим. Будет вас там, не знаю, просить выйти в какой-то выходной день поработать, потому что кто-то не пришел, а нужно доделать какой-то этап работы. То есть каждый день работодатель вас тестирует на лоха, что называется. И если вы ведетесь, то есть если вы лоханулись, то у вас работодатель, он ведется, давай я его дальше буду запрягать на какие-то ништяки для меня, которые он будет для меня бесплатно делать в обмен на обещание какого-нибудь отпуска. Помните, работодатель вам не друг, а враг. И вы чем больше в дружеских отношениях с ним находитесь, тем выше вероятность того, что когда он вас начнет кидать на деньги, задерживать зарплату, считать в свою пользу премию и вам не выплачивать. Вы придете к нему со словами: Васильич, как же так, ты же мне там просил в счет будущего отпуска поработать по субботам, еще что-то. Все сразу забудется. В один момент, как только работодателю выгодно, он сразу забудет о своих обещаниях устных и будет говорить: да ты что, да я за тебя, братан. Я ничего не могу сделать, вон там бухгалтерия, кадровый отдел, они только там в соответствии с законами. Понимаете? Еще раз, когда работодателю выгодно, он сразу вспоминает, что с вами у него документальное оформление отношений не состоялось. Он будет говорить: да нет, да ты понимаешь, что-то там бухгалтерия, я не виноват, они забыли тебя оформить, давай с сегодняшнего дня. То есть, когда ему выгодно, он сразу вспомнит, что все должно быть на бумаге. А когда ему выгодно вас запрячь, выйти в выходной день ваш или во вторую смену, переработать, он будет все это оформлять на словах. Не бывает в работодателе ситуации, чтобы какой-то ваш начальник был вашим другом. Это просто ложная реальность, которую вам хотят продать. Смотрите, вы должны все время держать нос по ветру и чувствовать, что происходит. Вот вы работаете на стройке. Смотрите в принципе, что происходит. Привозят ли вовремя бетон, привозят ли вовремя арматуру. То есть первое, что будете вы замечать, это что поставщики начали задерживать поставку, привозить не ту марку. То есть проблемы у вашего работодателя будут прежде всего проявляться с кем? С поставщиками. Для работодателя фонд оплаты труда — это большая затратная статья. И это, по сути, это большая сумма наличных, которыми они могут прокредитовать свою какую-то деятельность. Условно говоря, он не выплатит вам десятки, таких как вы, зарплату, и за счет этих невыплаченных зарплат проплатит, допустим, ГСМ на свою технику, ему привезут арматуру или бетон или еще что-то. То есть распоряжаться вашей зарплатой для работодателя выгодно. Поэтому наблюдайте за ситуацией. Как только увидите, что что-то у работодателя пошло, начало сбоить, люди не начали выходить, допустим, какие-то работы должны быть выполнены, их не выполняют. Условно говоря, остекление ставить, фасады делать, уплотнители, утеплители и все такое. То есть какие-то звоночки будут. Дальше вы собираете все бумажки, всю переписку со своим начальником, где вы там переписываетесь, в WhatsApp, в Телеграме, сохраняйте, делайте скриншоты. Когда начальник вас просит выйти вне смены, скриншот. Когда начальник говорит:
я тебе премию выплачу, только там поработай по воскресеньям или ночью или еще что-то. Все записывайте, записывайте, записывайте. С самого начала готовьтесь, это мое убеждение стопроцентное. С самого начала готовьтесь к тому, что вас будут по беспределу увольнять. Почему? Почему по беспределу? Потому что настанет какой-то момент, когда вам, допустим, начальник скажет, я вот вам выплачиваю окладную часть, а премию, ну вот у нас там плохо все пошло, в общем, премию не могу выплатить, потерпите, подождите. В общем, выплачивает вам уже только оклад. Вы только на вольном окладе уже практически зубы на полку кладете. С этого момента проверьте, что у вас есть копия всех документов. Обманите работодателя. Придите в бухгалтерию, скажите, вы хотите оформить кредит, ипотеку, не знаю, займ, что угодно, и вам нужна копия всех документов о том, что вы официально работаете. По требованию банка. Типа вы такой, ну вот, хороший парень, но банк требует полностью все документы, касающиеся вашей работы, что вы проработали в какой-то фирме, допустим, 3 месяца или полгода. Вот вы пришли и требуете у бухгалтерии. Они обязаны выдать вам копии приказа о зачислении в ваш штат, приказа, допустим, штатного расписания, что вы занимаете какую-то позицию в этом штатном расписании. То есть там, допустим, стропольщиков должно быть 10 человек, вот вы там 10-й стропольщик, назначенный в соответствии с приказом, назначит вас на должность там 10-го стропольщика. Соответственно, зачисление, сколько, какие деньги вам платили, когда. Максимум бумажек соберите у бухгалтерии, максимум бумажек соберите из кадрового отдела. Сколько, когда вам платили, каких зарплат и все такое. Но даже если вас оформили в серую, все равно наличие вашего непосредственного работодателя, наличие начальника, наличие ежемесячных повторяющихся платежей на одну и ту же сумму, это свидетельство нахождения фактического в трудовых отношениях. То есть вы можете доказать повторяющийся характер действий и фактическое нахождение в трудовых отношениях. Если вас просто переводят вначале, премию не платят, обещают попозже, а платят только оклад, поговорите, всегда лучше коллективная жалоба. Поговорите с коллегами, которых так же, как и вас, скинули, допустим, не выплатили премию. Напишите, самое лайтовое, что может быть, напишите коллективную претензию, что мы требуем, чтобы нам выплатили премию. Когда вас несколько человек, всех стропольщиков не уволят, правда ведь? Поговорите с коллегами, если, допустим, 6 из 10 стропольщиков, я условно говорю, напишут запрос, чтобы выплатить премию. Может быть, работодатель такой подумает, мы же не можем вообще без стропольщиков, давайте выплатим ему премию. Если премии, любые обращения с работодателем исключительно в письменном виде. То есть вы подаете бумажку, и у вас такая же бумажка на руках остается, но с отметкой бухгалтера, кадровика или вашего там бригадира непосредственно, что он, бригадир Иван Иванович Пупкин, получил эту бумажку от вас там, условно говоря, 10 июня 2025 года. Подпись, расшифровка подписи и дата. То есть это очень важно. Все общение только в письменном виде. И вот ваш работодатель получил коллективное, допустим, он идет в несознанку. Вот не хочет вам, а он вас еще запугивает, сказал, раз вы написали коллективную жалобу, я не буду вам платить и оклад. Вот как только вам не платят оклад, с премией сложно, понимаете, премия это вещь такая, хотим платим, хотим не платим. Поэтому никогда не ведитесь на то, чтобы премия у вас была больше, чем 30% от оклада. То есть, на 70% от того, что вы рассчитываете, как-то вы протянуть можете. На 30%, если у вас премия больше 30%, все, ребята, это плохая позиция, вам нужно другую искать. Вот. Допустим, вот 30% удержали, вы написали коллективную жалобу, и вам говорят, ага, вы жалуетесь, хрен вам, и оклад не будем платить. Вот тут отлично. Когда вам не платят оклад, первое, что вы делаете, пишите такую же коллективную, можно индивидуальную, но коллективная всегда лучше, жалобу в трудовую инспекцию и ждете. Ждете недолго. Если трудовая инспекция не реагирует, допустим, в течение недели,
Также пишите коллективную жалобу, идите в прокуратуру. Невыплата зарплаты — это уголовное дело. Поэтому берете после, допустим, 2 недель ожидания жалобы, написали в трудинспекцию. Трудовую инспекцию — это государственный орган, его легко найти. Вот. Если работодатель и трудинспекция молчат 2 недели, тоже пишите коллективную жалобу, идете в прокуратуру по месту нахождения вашего работодателя. Так быстрее. Вот. Допустим, Центральный округ города Краснодара. На Седино находится прокуратура. Приходите туда и подаете коллективную жалобу. Тоже с отметкой о том, что вы подали ее в прокуратуру. Все. И требуйте возбуждения уголовного дела. Всегда требуйте по максимуму. Не то, чтобы пальчиком погрозить и выплатить вам зарплату, а требуйте возбуждения уголовного дела. А дальше, ребята, скорее всего, если вы незаменимые, вам выплатят зарплату. Никто не хочет уголовное дело. Выплатят вам зарплату, но работодатель это запомнит, что вы были инициатором жалобы с угрозой уголовного дела. Поэтому, когда дошло дело о том, что вы только с угрозой уголовного суда заставили работодателя выплатить вам зарплату, считайте, что у вас пошел отсчет времени, когда вас уволят. Работодатель запомнит, что вы стали инициатором отстаивания своих рабочих прав. И рано или поздно он вас либо подставит под какое-то нарушение трудовой дисциплины, и вам будет хуже, либо он вас втайне наймет какого-то другого работника, который будет просто на вашу позицию поставлен, а вас все равно кинут на деньги. Поэтому, как только вы дошли до жалоб в прокуратуру, параллельно ждете выплаты себе зарплаты и параллельно ищете себе новое рабочее место. Я, как бывший работодатель, естественно, не стану, поверьте мне, я много раз был работодателем, и на меня писали коллективные жалобы, да, я был на темной стороне, я знаю, что говорю. Так вот, конечно, я никогда не оставлю у себя в коллективе людей, которые угрожали мне уголовным преследованием. И рано или поздно я их уволю. Я это помню, и я так поступал. Так поступают все работодатели. Потому что это для риски. Крыса, понимаете, крыса есть в коллективе, которая еще и других подбивает. Так мыслят работодатели. Поэтому подали в прокуратуру и начинаете себя искать новое место работы. Либо у вас есть опция терпеть дальше и вас будут обманывать. Не бывает такого, что можно заставить работодателя без скандала вернуть вам деньги. Поэтому либо так, либо так. Либо терпеть, что вам не платят деньги, вот, и вас в конце концов кинут на какую-то сумму, на месячную зарплату или там на всю премию. Либо просто... Ну, то есть, если вы все равно решите увольняться, то увольняйтесь хотя бы с тем, чтобы получить все выплаты. Понимаете? Был случай в моей жизни, рассказываю. Я получал очень хорошую зарплату. Очень хорошую. Порядка $4000 в месяц. Работал на руководящей позиции. Коллективом руководил в большом сотни человек. Работодатели были в Москве. Поменялись собственники у работодателей московских, а я работал в краснодарском филиале этой фирмы. И работодатели говорят: о, у вас такие большие зарплаты, а у нас сейчас тяжелое время. Давайте мы вам не только не будем платить столько, сколько платим, а будем платить в половину. Но еще мы вам оформим соглашение о том, что вы согласились, чтобы вам понизили, добровольно согласились, чтобы вам понизили зарплату в половину от того, что прописано в трудовом договоре 6 месяцев назад. То есть задним числом подпишем соглашение об уменьшении зарплаты в половину. И значит, раз мы 6 месяцев назад подписали такое соглашение, то вам переплатили и больше платить не будут. То есть 6 месяцев работайте за бесплатно. Типа мы вам переплатили. Я отказался, мне выплатили, со мной не возобновили, то есть я проработал на большой зарплате еще несколько месяцев, со мной не обновили срочный трудовой договор, то есть я отработал год, мне выплатили авансом отступные,
То есть там по трудовому договору нужно было получить либо продление трудового договора, либо расторжение трудового договора срочного с выплатой компенсации за 2 месяца. И я получил вот эту компенсацию за 2 месяца. И потом, по прошествии нескольких лет, я встретился со своими работодателями, и они мне сказали, что да, в той ситуации ты был прав. А мы были неправы. Мы разобрались и к тебе претензий не имеем. Вот так вот бывает. Все, всем пока. Подписка, лайк, репост. Очень полезная информация.